Всем привет! На канале Hello Love. Сегодня мы с вами будем делать чайничку. Для примера я принесла вот такую чайничку. Здесь нам нужен кружок или вот пластилин. И я из белого пластилина скатала колбасу и много выгнула. Получился вот такой вот носик. Вот. Тем мы сейчас будем с вами делать для крыши. Делаем дырочку с молоком. Надо засунуть кисточку на шар. Надо там покрутить. Если у вас там дырка образовалась, как у меня. Так. Там приткнуть дырку. Я получилось типа такого горшочка. Извини за то, что я смотрю на камеру, при этом смотрю саму себя. Он сейчас с камерой. Такой вот кружочек. Вот. Вот. Теперь мы будем делать крышечку. И вот, знаете, что нужно делать? Делать так, сейчас я сделаю подушку. Кстати, примерно длинный. Использовать пластилин, может быть, примерно. Сколько выпекать я оставлю в описании под видео. Должна буду оставить. Да. Я тоже должна буду оставить, сколько надо выпекать вот это все вместе. Мне где-то градусов 200 на 10-15 минут. 10-15-20 минут. Должен быть способ свести счеты с семейкой Пайнс. Не просто навредить. Нужно что-то у них отнять. Что-то, что даст мне абсолютную власть. Давайте цепляем на домик. Берем мой. Вы зашли слишком далеко. Чудес и волшебства. Сент Пайнс. Налоговый инспектор. Меня нашли. Мистер Пайнс, я представляю национальную лотерею купонов, и вы выиграли главный приз. Что? Неужели сбылась мечта? Мечта стать богатым и знаменитым. Мы богаты? Найму дворецкого. А я куплю говорящую лошадь. Осталось только поставить подпись. Сейчас. Стэнфорд, ты недоумок. Ты подписал договор о передаче хижины чудес малышу Гидеону. То есть мне. Нет, прочти повнимательней, малыш. Подтверждаю, что хижина передает. Съешь лимон, коротышка? Как ты посмел? Я не позволю вам над собой смеяться. Мне нужна ваша помощь. Я тебе отомщу, Стэнфорд. Я отомщу вам всем. Ну что, посмотрим телек? Да, давай. Обожаю начальную песню. Обожаю. Хижина чудес. Хижина чудес.
место, и хижина чудес, и хижина чудес и загадок. Автор. Черную штучку на 9-ю клетку. Это пешка. Ты играешь белыми, и хватит уже воровать коней. Им здесь больше нравится. Правда, малыши? И тебе Что? снова победил! Мэйбл, подай мне мозги в той банке. Женские. Я подам. Нет, Мэйбл выше тебя. Что? Неправда. Мы одного роста. Так же, как всегда. Так, давай проверим. Нет, она ровно на миллиметр выше тебя. Что? Ух ты! Понимаешь, что это значит? Этот миллиметр только начало. И я превращаюсь в главную двойняшку. Больше и сильнее! Альфа-двойняшку. Альфа-двойняшка! Альфа-двойняшка! Да ладно вам, миллиметр не считается. А если считается, то только в Канаде. Знаешь, Ди, я всегда хотела маленького братика, и теперь он у меня есть. Да! Проснулся от издевательского смеха. Итак, покажите мне объект насмешек. Я стала выше Диппера. На 1 миллиметр. А ну-ка, не груби своей старшей сестре. Нет, дядя Стэн, зачем же обижать младшенького? Да, и еще он коротышка. Ребят, оставьте малыша в покое. Малыша, Зус тоже подключился. Нет, я не то имел в виду. Он успокоится. У Диппера 3, 2, 1. Хорошая память. Мы с тобой спелись. Крышку мы можем делать один. Блин, вот. Противный Мэйбл. Я не маленький. Ну давай же. Должен быть способ стать выше. Сейчас посмотрим. Легенда о лилипутском быке и гигантских белках заставила меня поверить, что в лесу есть силы, позволяющие менять рост. Ух ты! Эта пума такая маленькая, или она просто далеко находится? Нет, она не маленькая! Болезненно, но терпимо. Так, вот этот рубль, если вам нужен рубль, то вы его не делаете, потому что мне рубль не нужен. Вот это да! Уменьшаем. Увеличиваем. Перебор! Мне все покупают на вырос. Быстро расту. Привет, ребята! Ничего во мне не замечаете? Ну надо же, и подрос на миллиметр. Что? Он что? Что сказать, сестра? Быстрый рост. Но у меня он начался раньше. Значит, я буду выше тебя. Это наука, Диппер. Что? Но мы теперь одного роста. Альфа-двойняшка. Альфа-двойняшка. Ах так? Мне почему-то кажется, что у меня сейчас будет новый рывок роста. Попался, Диппер. О! Что такое? Ну знаешь, гормональный взрыв. Ну так не бывает. Всего секунду назад ты был... Погоди-ка. Точно не обошлось без какого-то волшебства. Ты что, нашел где-то колдуна? В нашем шкафу прячется волшебник? Признавайся. Что? Нет. Хочешь сказать, что в шкафу нет волшебника? И что, если я сейчас открою дверь шкафа, там не будет Давай, открывай. волшебник-невидимка? Как не стыдно, Диппер. О, это ты. Ну, здравствуй, Стэнфорд. Слушай внимательно. В этой банке у меня 1000 проклятых египетских термитов. Подпиши договор передачи хижины, или я разобью банку, и они сожрут хижину и Так, всех я сделаю нас. еще одну такую Смотри, штучку. что это? Вот. Боже, нет! Отставить! Зус, иди сюда. Это надо сфотографировать.
теперь мы сделаем вот так. Ты вызываешь его заклинание? Боевику, волшебнику, абракадабра! Нет там никого! Я расту с помощью волшебного фонаря! Гони его скорее! А? А с тобой я потом разберусь. Интересно, я там мультики уже ничего не знаю. Не бойся, он может и уменьшать. Каратистский удар, нормальный огонь! Мэнфу! Нет, а ну верни! Будь ты прокляты пальцы! Будь проклят Стэн, и Диппер, и Мэн! Ну надо же! Это что еще за странный магический Стэн? предмет? Вряд ли он видел, как Дим. использовать твой волшебный увеличительно-уменьшительный фонарь. Отдай! Нет! Голова грязная. Друзья, как бы я хотел быть дорогой, чтобы по мне могла на всех парах гнать вот такая вот красавица. А посуд двигатели бесплатно. Я хочу эту машину! Подожди, сынок, а что у тебя в банке? Это мой маленький секрет, папа. Вонючие недоумки. Мама, Вот. Так, лисичка. вы двое. Что ты хочешь с нами сделать? Мейбл, да с твоей головки волос не упадет, если станешь моей королевой. В нашей стране демократия. Этому не бывать. Может быть, ты еще и передумаешь, Мейбл. Вот это похоже на такую сахарницу. Мармеладные мишки. А, Так, теперь ты. такая сахарница может. Говори, Но у меня это ты узнал про вычеркнуть. магические кристаллы? Тебе о них кто-то рассказал, или, может быть, ты о них где-то прочитал? Наклонись поближе и скажу. Ну, конечно, наклонюсь. Я же могу Черт. тебя расплющить. Успокойся, Гидеон. Они тебе нужны. Они тебе нужны. Зос, зеркальный лабиринт — твоя лучшая идея, которую я выдам за свою. Мы заработаем кучу денег. У меня не такие большие уши. Да иду я. Однажды. Да. Слушай меня внимательно. Твои племянники у меня. Немедленно отдавай мне свою хижину чудес, или я их уничтожу. Это был Гидеон, если что. О, да! Еще одна жалкая попытка! Хватит врать! Дети только что играли во дворе! Сейчас они оба у меня, если не веришь. Лови смс-ку с фоткой. Как это ловить фотку? Что за бред ты несешь? Алло? Алло? Что же я делаю? Мне не нужен обмен. У меня есть это. Я всесилен. Я уменьшу хижину и заберу с собой. И вы мне не помешаете. Если попробуете. Раз. Гидеон! Мороженщик приехал! Ой, уже иду. И вот такой чайничек у нас получился. Смотрите следующий мастер-класс. Следующий мастер-класс будет... О, как сделать... Я не знаю, что сделать, но тоже какую-нибудь посуду. Всем пока. А, да, еще хотела сказать. По такому же принципу, из такого ножика получается Но как сахарница. же его спасти? У Гидеона есть фонарик, и он в 1000 раз больше нас. Но Сейчас зато мы с я тобой еще снова одного роста, сестренка. Ну, вообще-то... Ты опять выше! Ничего не понимаю. Это еще одна загадка. не. Это В еще одна следующем причина мастер-классе отобрать у него покажу. фонарик.
как можно сделать из обычного листка бумаги. Мчись, как ветер! Мчись, как ветер! Обычного листка бумаги Да ты просто безмозглый дурачок. книжку. Есть идея! Какую книжку я вам сейчас покажу.